Жил-был богатый купец, у которого было 3 дочери. Младшую из дочерей звали Красавица. Сестры не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды отец собрался поехать в город и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие сестры попросили платья и украшения драгоценные, а младшая — розу алую, самую красивую в мире. Призадумался купец, но пообещал, что сделает все возможное, чтобы найти такой цветок, и отправился в путь. Быстро отец нашел подарки старшим дочерям, а для младшей никак не может найти. Каждая роза, которую купец встречал на своем пути, была краше предыдущей. Где он только не искал. И вот привела его дорога в густой лес. Там было очень темно и холодно. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, купец увидел огромный старинный замок, весь в золоте и бриллиантах. Войдя в его ворота, он зашел в зал, полный драгоценностей. Видит, посреди зала стоит стол, а на нем каких только блюд не было, и вся посуда из серебра и золота. Но в замке было пусто, никого не было. Купец подумал, что хозяин, наверное, придет с минуты на минуту. Он прождал час, 2, 3, никто не появлялся. Не выдержал купец и сел за стол. Наевшись от пуза, старик отправился в путь. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст небывалой красоты и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал и сорвал самую красивую розу. В ту же минуту блеснула молния, ударил гром, раздался рев и вырос как будто из-под земли перед купцом. И не зверь, и не человек, а какое-то чудище, страшное и мохнатое. Оно было слишком злое, что купец сорвал его любимый цветок, вместо того, чтобы отблагодарить хозяина за гостеприимство. Старик очень испугался и сказал, что сделает все, что угодно, лишь бы тот не убивал его. За такой проступок чудовище согласилось взять в жены одну из его дочерей, но только ту, которая сама захочет приехать из любви к отцу. А если ни одна не приедет, то смерть купцу. Погоревал старик и решил поехать домой, попрощаться со своими дочерями. Не хотел он ни одну из них отдавать за лютого зверя. Сел на коня и отправился домой. Встретив детей, он отдал всем подарки и рассказал про свои приключения. Старшие сестры накинулись на младшую, мол, это она во всем виновата. Заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью. На что красавица ответила, что с радостью поедет к зверю вместо отца. И вот на следующий день красавица отправилась в путь. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол с изысканными винами и кушаньями. Красавица подумала, что чудовище хочет съесть ее, поэтому и откармливает. Как только она пообедала, раздался рев. И появилось, как будто из-под земли, чудище страшное и мохнатое. И сказала чудище красавице, что раз она сама сюда пришла по своей воле, значит, доброе у нее сердце. И поэтому монстр будет так же добр к ней. И на этих словах чудовище исчезло. Проснувшись утром, красавица решила прогуляться. Войдя в одну из комнат, она увидела надпись на столе: «Все, что красавица пожелает, я исполню». Девочка подумала, что все-таки монстр добрый, и, наверное, он не собирается ее есть. Так они жили долгое время. Чудовище очень хорошо относилось к красавице и выполняло все ее желания. Однажды девочке приснилось, что ее отец болен. Ей очень захотелось навестить его. Красавица слезно попросила чудовище отпустить ее и пообещала, что обязательно вернется обратно. Монстр ответил, что она свободна и может вернуться, когда захочет. На следующий день красавица надела свою самую дорогую одежду и пошла к отцу. Он был очень рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да еще и разодета, как королева. Спустя неделю красавице приснился сон, что чудовище лежит в парке на траве и умирает.
Она в ужасе проснулась и решила срочно вернуться и вылечить его. Когда девочка подошла к замку, она увидела на траве бездыханное тело чудовища. Ее сердце разрывалось от жалости. Красавица кинулась к нему со слезами и поцеловала его. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром, весь замок озарился ярким светом, и всюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший принц. Он рассказал красавице, что эта злая фея заколдовала его и превратила в монстра до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит его и не захочет выйти замуж. Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. На следующий день красавица с принцем обвенчались и зажили долго и счастливо. Вот так доброе сердце может разрушить злые чары. Жила как-то на свете бедная вдова, и был у нее сын, Джек, да корова-белянка. Корова каждое утро давала молоко, а мать с сыном продавали его на базаре. Этим и жили. Но вот как-то раз белянка не дала молока, и у них не оказалось еды. Мама решила продать корову и на вырученные деньги открыть лавку. Джек взял в руки повод и повел корову на базар. Не успел он прийти, как повстречался с каким-то чудным старичком. Он сказал, что не прочь обменять корову Джека на бобы, и на этих словах достал из кармана горстку каких-то диковинных бобов. Старик сказал, что эти бобы волшебные, их нужно посадить вечером, а к утру они вырастут до самого неба. Джеку стало очень интересно, и он согласился. Домой мальчик пришел рано. Мать очень разозлилась, что он отдал самую молочную корову во всей округе за горсточку каких-то скверных бобов. Но Джек помнил слова старика и решил, что делать нечего, и посадил бобы во дворе. Поднялся он к себе на чердак, грустный-прегрустный, и заснул. Утром Джек проснулся и увидел во дворе что-то вроде большого дерева. А это, оказывается, его бобы проросли, и огромный стебель продолжал расти вверх, пока не дорос до самого неба. Джек прыгнул на стебель и полез вверх, словно по лестнице. Все лез и лез, и лез, и лез, пока, наконец, не добрался до самого неба. Там он увидел длинную широкую дорогу, которая привела его к огромному замку. Джек подошел к его воротам и постучал. Ворота открылись, а на пороге стояла высоченная женщина. Заикаясь от страха, мальчик попросил чего-нибудь позавтракать. Великанша впустила его, но предупредила, чтобы не попадался на глаза ее мужу, потому что он людоед. Она отвела Джека на кухню. Но не успел он съесть и половины завтрака, как вдруг весь дом затрясся от чьих-то шагов. Мальчик не растерялся и мигом прыгнул в печь. И в эту же секунду в комнату вошел людоед. Ну и большой же он был, как гора. Людоед достал из огромного сундука 2 мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал, наконец стал клевать носом и захрапел. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался мимо людоеда, схватил 1 мешок с золотом и кинулся к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось, и протянул ей мешок с золотом. Стали они жить на деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и Джек решил еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро он встал пораньше и полез на бобовый стебель. У порога огромного замка стояла жена людоеда. Она сказала, что не впустит его, потому что в прошлый раз у ее мужа пропал мешок золота. Но все-таки она сжалилась над бедным мальчиком и впустила в замок. Вдруг послышались шаги великана, и Джек опять спрятался в печь. Людоед вошел и велел жене принести курицу, что несет золотые яйца. Великанша принесла, и людоед приказал курице нестись. И та снесла золотое яйцо. Довольный великан начал клевать носом и захрапел. Тогда
Джек вылез из печи, схватил золотую курицу и кинулся к бобовому стеблю. Вернулся мальчик домой, показал матери чудо-курицу, и стали они жить, продавая золотые яички. Но вскоре Джеку показалось и этого мало, и он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. На этот раз мальчик залез в замок через окно, запрыгнул в медный котел и затаился. В комнату зашли людоед с женой. Великан учуял запах мальчика, и они кинулись искать его в печи. Но его там не было. Они обыскали все углы и закоулки, только в медный котел заглянуть не догадались. Отчаявшись искать, людоед велел жене принести золотую арфу и поставить ее на стол. Под ее прекрасные звуки людоед захрапел. Тут Джек тихонько вылез из котла, схватил золотую арфу и бросился к двери. Но арфа громко заиграла и разбудила людоеда. Джек побежал, сломя голову, прыгнул на бобовый стебель, а великан за ним вдогонку. Спустился Джек до своего дома и закричал маме, чтобы та несла топор. Мать выбежала с топором в руках, мальчик схватил топор и принялся рубить бобовый стебель. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается, и остановился. Тут Джек как ударил топором еще раз и перерубил бобовый стебель. Он закачался и рухнул, а людоед грохнулся на землю и разбился. С этого дня Джек и его мать никогда больше не знали бедности. Но мальчик очень сожалел, что из-за своей жадности они чуть не поплатились жизнью. Он пообещал, что никогда больше не будет красть и будет усердно трудиться во благо семьи.